Это дело началось как расследование несчастного случая. Пожар в доме судьи Вадима Цупко. Об этом в конце мая 1969 года говорила вся Винница. На крики и зарево к дому сбежались соседи. Огонь унес жизни судьи и его тещи Валентины Шиловой. Жена Елена смогла вынести из горящего дома 4-летнего сына. Ей пришлось еще раз вернуться в дом за братом-инвалидом. Сыщики прибыли на место происшествия, думая, что закончится их работа очень быстро. Установят причину возгорания, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Первые показания соседей лишь подтверждали их предположения. Соседка рассказала, что Вадим много курил, не выпускал сигарету изо рта, даже когда ложился спать. Вся семья жаловалась. Накануне у них дома было торжество. Вероятно, он выпил и уснул с зажженной сигаретой. Соседка говорила, что застолье было во дворе. У забора она столкнулась с одним из гостей, молодым мужчиной с бутылкой и коробкой конфет. А уже ночью случился пожар. Женщина услышала звон разбитого стекла. Это объяснимо. От высокой температуры лопаются окна. Но дело приняло иной оборот, когда криминалист показала осколки разбитой бутылки. Ее нашли в комнате судьи. Криминалист на 100% была уверена, что в бутылке находилась зажигательная смесь и что эту бутылку кто-то бросил в окно. В 60-е годы бутылки в Советском Союзе были приведены к нескольким стандартам. В любом регионе они выглядели одинаково, а эта была нестандартная, на ней и виднелись какие-то рельефные буквы. Отпечатки не сохранились. Поджог – преступление, которое оставляет меньше всего следов. Сыщикам предстояла скрупулезная работа. Пожарный, который обследовал территорию, точно указал, где находился поджигатель. В траве обнаружили несколько спичек, одну сгоревшую и несколько поломанных. На одной из спичек криминалист рассмотрела следы, похожие на кровь. Возможно, у поджигателя на руке рана. Мотивом поджога могла быть месть. Возможно, судье кто-то угрожал. Детектив отправился в больницу, где с ребенком находилась жена погибшего Елена. Врачи делали все, что могли, чтобы спасти ребенка. Мальчик находился в коме. Медики быстро определили, критическое состояние не результат действия угарного газа. Это скорее воздействие яда, проникшего в организм через пищевод. Каким веществом вызвано отравление, врач пока сказать не мог. Елена уверяла, что никаких препаратов сыну не давала. Сыщик пригласила ее для разговора в палату, где находились другие родственники, пострадавшие от пожара. Елена рассказала, что близкие собрались, чтобы отметить годовщину их с Вадимом свадьбы. За столом сидели мама Лены, ее брат-инвалид и тетка Лены, которая приехала из села. Засиделись допоздна, поэтому все остались переночевать в доме, места хватало. Хозяин дома, муж Елены, пошел спать первым. Немного перебрал с алкоголем. Стали решать, кто где ночует. Лена легла с сыном в спальне. Там же расположили тетю Надю из села. Брата разместили в детской. Мать Елены устроилась в раскладном кресле, которое стояло в кабинете судьи. То есть она оказалась в одной комнате с зятем. Поскольку пожар начался именно в этой комнате, муж и мать Елены погибли. Сыщики спросили о госте, которого видела соседка возле их дома. Лена утверждала, что никого больше на торжестве не было. Звука залетевшей бутылки никто не слышал, и если бы не брат Коля, который стал громко кричать, в пожаре погибли бы все. Коля расстроенно добавил, что если бы он не был инвалидом, то спас бы и Вадима, и маму. Причины такой расправы Елена понять не могла. Ни на работе, ни в семье у мужа врагов не было. Сыщики вызвали соседку, чтобы составить фоторобот странного молодого человека. В Виннице во время пожара погиб судья Вадим Цупко и его теща Валентина Шилова. Его 4-летнего сына в тяжелом состоянии забрала скорая. Выяснилось, что причиной возгорания стала бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в комнату судьи. Соседка рассказала, что во время семейного торжества возле дома крутился молодой человек, у которого в плетеной сумке лежала бутылка. Врачи определили, причиной тяжелого состояния ребенка стал не угарный газ, а яд, проникший в организм через пищевод.
По результатам экспертизы в организме 4-летнего мальчика обнаружили большую дозу барбитуратов. Это вещество нашли в крови у всех участников застолья, кроме инвалида Николая. Сыщики предположили, Николай подсыпал барбитураты, чтобы никто не проснулся во время пожара. У него был сообщник, который бросил бутылку с зажигательной смесью, но у этой версии были недочеты. Как инвалид планировал самостоятельно выбраться из горящего дома? Почему кричал, когда почувствовал задымление? Надо было искать того, кто бросил в окно бутылку. И здесь была только одна зацепка. Надо было найти незнакомца, которого видела соседка. Криминалист утверждал, кровь, оставленная на спичке предполагаемым поджигателем первой группы. Пока эта информация ничего не давала. Елена переехала из непригодного после пожара жилища в дом своей погибшей матери. В почтовом ящике у входа сыщики увидели уведомление. Нарушая служебную инструкцию, детективы прочитали документ. Это был вызов на судебное заседание покойной Валентины в качестве истца. Впустила сыщиков тетка из села, которая решила до похорон остаться в городе. Узнав о барбитуратах, детективы сошлись на том, что отравляющее вещество, скорее всего, было в вишневом компоте. Николай его не пил, потому что у него на вишню аллергия. За этим всегда строго следила его мама. Компот Елена принесла из погреба. Это домашняя консервация. 3-литровая банка стояла в летней кухне. Сыщик показал фоторобот подозрительного мужчины, который был замечен возле забора. Никто его не узнал. На вопрос, с кем могла судиться их мама, Елена и Николай ответить не могли. Впервые об этом слышали. Повторный осмотр сгоревшего дома дал новые улики. Криминалист взяла на экспертизу вишневый компот, сняла отпечатки пальцев с банки. В мусорном ведре нашли мятую упаковку от препарата бензобарбитал со следами крови. Препарат продавался только по рецепту. Необходимо было выяснить, кто в последнее время такой рецепт получал. Следовало сравнить группу крови на спичке и на упаковке бензобарбитала. Невролог Винницкой поликлиники номер 2 узнала в фотороботе своего пациента Александра Лыськова. Сыщики проверили адрес его проживания. Он оказался соседом погибшей Валентины Шиловой. А в суде нашли дело. Это был иск Валентины против Александра за незаконно построенную веранду, крыша которой заходила на ее участок. Неужели покушались не на судью, а на его тещу? Самым распространенным препаратом с содержанием барбитуратов был карвалол. Этот доступный аналог немецкого волокордина появился в конце 50-х и очень быстро стал базовым лекарством. Его использовали при болезнях сердца, нервном возбуждении, проблемах со сном. Капли отпускались без рецепта. Постепенно стали появляться препараты с большим содержанием барбитуратов. Их употребление вызывало привыкание. Известно, что проблемы со сном были у генсека Леонида Брежнева. Лучшие врачи безрезультатно пытались вылечить его от бессонницы. Заснуть ему удавалось только благодаря сильнодействующим снотворным таблеткам. Окружение Брежнева объясняло его заторможенную речь употреблением сильных седативных препаратов. Сыщики направились домой к Александру Лыськову. Его младшая сестра Анна сказала, что брата дома нет, а мама еще не вернулась с ночной смены. Сыщики решили дождаться парня. Один из них заметил возле погреба емкости с горючим. На канистре кровь. Подозрения усиливались. Это почувствовал и Александр, который, прячась в погребе, наблюдал за детективами. Не выдержав напряжения, он бросился бежать. Остановить его пришлось предупредительным выстрелом. Обвинение в поджоге Александр отрицал. Никаких барбитуратов в доме судьи не оставлял. Его таблетки лежат и сейчас в домашней аптечке. Поджог дома известного винницкого судьи. Погибли хозяин Вадим Цупко и его теща Валентина Шилова. Под подозрение попадает Александр Лыськов. У него сложились неприязненные отношения с Шиловой, которая подала на него в суд. Накануне пожара Лыськова видели возле дома судьи. К тому же у него был рецепт на лекарство с барбитуратами. Это вещество нашли в организме почти всех участников праздничного застолья, после которого и случился пожар.
На допросе выяснилось, что в аптечке бензобарбитала нет. Сыщики не раз сталкивались с ситуацией, когда соседская ссора приводит к поджогам и убийствам. Логика преступления была понятна – избавиться от соседки, которая надоела своими претензиями. Александр не отрицал, что в тот вечер приходил к дому судьи, но вовсе не для того, чтобы сжечь его дом, а наоборот помириться. Надеялся на помощь Елены, у них хорошие отношения со школой. Взял бутылку коньяка, конфеты, но так и не решился зайти. Очень боялся мужа Лены, судью. Это он надоумил тещу подать иск против Александра. Мстил за то, что бывший одноклассник прятал Лену, когда судья распускал руки. Это случалось регулярно. Лена прибегала побитая с ребенком на руках, просила Александра их спрятать. Он давал ей возможность пересидеть на втором этаже своего дома. Но Лена всегда возвращалась к мужу-тирану. После каждого инцидента он просил прощения, задаривал подарками. Уйти от него она не решалась. Да и мама Елены всегда принимала сторону зятя, а не дочери. В последний раз Валентина Шилова узнала, где прячется дочь, пришла за ней, грубо говорила с Александром и заставила дочь вернуться к мужу. Именно Лена попросила Александра помириться с мужем и мамой. Александр пришел к их дому, увидел самодовольного Цупко, тещу, которая лебезила перед ним, и передумал. Жать руку этому мерзавцу расхотелось. Во время допроса эксперт сообщил, что группа крови на канистре, спичках и таблетках идентична. Первая, а у задержанного Александра третья. Таким образом, он выбывал из списков подозреваемых. Зато стал понятен мотив Елены Цупко. Она с сыном страдала от мужа-тирана и не получала поддержки от матери. Дома ее не застали. Поехала в больницу, где пошел на поправку ее 4-летний сын. Ее тетка не стала скрывать, что отношения в семье племянницы были тяжелые. Детектив заметил на шкафу разбитое свадебное фото. Разбила его Лена в день годовщины. Разнервничалась. Тетка даже не поняла, почему. Гнев у Елены вызвала брошь, которая красовалась на груди тети. Она получила ее в подарок от своей сестры. Увидев брошь, Елена была в ярости. Когда мать зашла в комнату со свадебной фотографией, Лена выхватила ее и швырнула на пол. Тетка не стала задавать вопросов, чтобы не раздражать племянницу, но было видно, Лена весь вечер была расстроена. Детектив попросила тетку передать Лене приглашение прийти в ее кабинет. Криминалисту удалось собрать осколки разбитой бутылки, в которой была зажигательная смесь. И хотя надпись была восстановлена частично, эксперт установила, что это аптечная бутылка конца XIX века, изготовленная для одной из аптек Харькова. Давно не существовало этой частной аптеки, а вот бутылка как-то сохранилась. Об удивительном заключении доложили сыщикам. Первый вопрос сыщиков Елене касался броши, которая вызвала ее гнев. Женщина пояснила, брошь напомнила ей о трагедии брата, ставшего инвалидом. Это случилось, когда Николаю было 10 лет. В тот день мать не отходила от зеркала, любуясь брошью, которую ей подарил любовник. Младший брат, оставшийся без присмотра, полез по приставной лестнице на чердак, упал, повредил позвоночник. Мать взвалила всю ответственность на Елену. С тех пор девушка жила под гнетом вины. Даже замуж вышла за нелюбимого, чтобы обеспечивать лечение брата. Но все это старые обиды. Как бы над ней не издевались муж и мама, она бы никогда не подожгла дом. Последние годы брата лечил травник. Он помогал снимать боль разными настойками. Травником оказался сын хозяина дореволюционной харьковской аптеки. Он выдавал изготовленные препараты в старых бутылках и всегда требовал возвращать пустую тару. Брата Елены привезли в отделение. Экспертизы, сделанные криминалистом, подтвердили совпадение группы крови на спичке, канистре и на упаковке снотворного. Николай признался, он ненавидел мать за то, что она не боролась за его здоровье. Отказывалась от предложений врачей прооперировать кожу. Вместо этого возила к знахарям, а муж Елены платил за настойки и растирание. Матери даже нравилось, что ее жалели, а он мечтал ходить. Ему очень нравилась соседка Анна, родная сестра Александра Лыськова. Он понимал, пока мать жива, операции не будет. За день до происшествия в гостях у Анны Лыськовой он специально порезал себе руку. Когда принесли аптечку, он похитил барбитураты. Когда вся семья приехала на праздник к судье, он был готов, подмешал барбитураты в компот, вылил настойку из бутылки и залил туда керосин. Мать легла на раскладное кресло в комнате, где спал судья.
Николай решил, что так даже лучше. Когда все стихло, он перебрался с кровати на кресло-каталку, выехал во двор, подъехал к окну комнаты, где спали мать и Вадим Цупко. Нервничал, долго не мог зажечь спичку. Снова открылась рана на руке. Поджег фитиль и бросил бутылку в окно. Быстро вернулся в постель. Он ждал, когда огонь сильнее разгорится, чтобы громко закричать и разбудить сестру и тетю. Елена не могла поверить в то, что смертельной опасности ее маленького сына подверг ее же брат. Как не уверял Николай, что он все рассчитал и никакой смертельной опасности для сестры не было, суд ему не поверил. Как несовершеннолетний он получил неполный срок наказания, а 8 лет. Отбывал его в специальной колонии для инвалидов. Восстановить свое здоровье не смог ни в тюремной больнице, ни после освобождения.